Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Марк. Он написал, что эта каточка мне очень понравится, потому что здесь он собрал трехзвездочную панду, но какую собрал, не написал. Поэтому что, ребят, все присаживаемся поудобнее, всем приятного просмотра, кто, соответственно, смотрит, приятного аппетита, кто кушает, приятного сна, кто засыпает, и хорошего рабочего дня, хотя это будет 6 часов вечера. Короче, просто хорошего рабочего дня, кто, соответственно, заканчивает смену, тот, кто, соответственно, пришел уже с смены, то присаживайтесь поудобнее, давайте смотреть. Давайте будем наблюдать, как он придет к этому и как он соберет эту панду трехзвездочную. Мне очень интересно, и какой он билд здесь будет делать, соответственно, вот этой панды тоже немаловажно. Ну что ж, посмотрим. И давайте пока вот, хотя, ну, с вами играть в эту игру не без толку, потому что вы все поймете по превьюшке прекрасно. Но давайте я для себя поиграю. Так, я думаю, это будет, скорее всего, либо же хитрец, либо же Эмбер. Тлеющий клинок, который здесь называется. Одна из двух панд. Нет, это будет нефритовый генерал. Отвечаю, это будет нефритовый генерал. Зубы давать не буду, потому что это дорого. Кстати, если у кого-то возникает какой-то вопрос к сегодняшнему ролику, который в 12 часов вышел, то сразу говорю, этот ролик вышел, точнее, ну как он вышел? Он вышел позже, чем положено, потому что я записывал богов. Вот это, грубо говоря, моя почти, ну, где-то вторая, третья катка на новых богах была, на 6 богах. Сейчас, конечно, их поменяли из-за того, что сегодня вышел патч, но все же. Я, короче, говорил о том, что если соберет мой первый ролик с новыми богами 50 лайков, то я, соответственно, выложу тот ролик. И вот, ну, прошло некоторое время, 50 лайков, к сожалению, там еще не собралось. Ну, решил выложить вот этих вот богов, потому что новый патч. А жалко как-то, знаете, эту каточку не выкладывать, потому что все-таки сегодня нерфят богов, все такое. Ну, вот, ну, просто потом будет это нецелесообразно. Правильно? Правильно. Поэтому я решил вот сделать так, что я выложил сегодня тот ролик, который я записал давным-давно когда-то. Ну и, ребят, давайте так. Кто не поставил под тем роликом, соответственно, лайк, то в правом верхнем углу экрана у вас появится подсказка, и, соответственно, вы перейдете на тот ролик, отблагодарите меня, поддержите и все такое. Но раз мы плавно перешли к поддержке, ребят, то не забудьте под этот ролик поставить лайк. А если вы хотите, чтобы я прокомментировал, соответственно, вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я все подробно описываю, что нужно для этого сделать. И раз вы уж перешли на мой телеграм-канал, то, соответственно, не забудьте там подписаться, потому что я пишу там, когда стримы, и немножко веду свой небольшой личный блог, без какого-либо спама. Ну и самое главное, это то, что там есть чат, комьюнити. Поэтому присоединяйтесь, вместе все-таки веселее, интереснее и так далее, и так далее, и так далее. Правильно? Правильно. Все. Минутка рекламы прошла. Давайте погружаться в каточку. Мне... Ух ты, ничего себе. А, ну это Акс. Тьфу ты, я-то думал, это Джаггернаут, это Акс. У него такие внешки интересные. Ну, блин. Я все время думаю, что вот этот Акс, это либо Джаггернаут, либо же еще кто-то. Но я никогда не думаю, что это именно Акс. Но на Акса здесь даже вообще не похож. Да, у него там, ну, как бы, гитара огромная, но все же. Ну ладно, короче. Уже 5-й раунд, а пандой здесь как бы и не пахнет. Вопросик у меня создается, когда появится панда. И как он эту панду достанет. Если здесь трехзвездочная панда, либо же здесь будет Мамора, либо же будет куча яиц и нереальная куча везения, то, что ему будет приходить эти панды, соответственно. И он их с помощью яиц апнет. Либо же не знаю. Либо же ему просто будет сыпать панды так жестко вместе с яйцами, что он просто возьмет вот так вот налегке апнет. 3 звезды себе панду. Обидно, конечно, что он не смог добить этого фамильяра. Это обидненько, конечно. Но, что ж, не повезло, не фартануло. Грустно, печально. Я думал, сейчас выйдет из инкама и поставит себе посильнее стол. Клевер пока что не скипает. Значит, он до конца верит, что ему сейчас придет панда. Может, кстати, немного орков поставить. Или он будет играть через богов орков. Интересно. И куда? Верни. Ух ты какой. Ничего, бывает. Ну так вот сидишь, играешь себе на телефоне. И случайно пальцем закрываешь себе игру, и все.
На каком это он языке там написал? Интересно. Тут боги-орки вот собираются у молодого. Но я так понимаю, у него заготовка со старта была тоже под богов орков, воинов, морских и тому подобное. И духи еще, судя по всему. Ему тоже хорошо орки сыпятся. Правда, немножко не те, что надо. Апвард 42. Вы против друг друга. Это что за подставные бои, а? Ребята, что это за подставные бои? Я сейчас не понял. Что это за подставные бои? Я понял, как, Марк, ты записываешь свои каточки. Собираешь там толпу. На счет 3 регистрируешь матч. Точнее, начинаешь... Ой, боже, регистрируешь матч. Что я несу, Саня? Саня, Сусаня. Короче. Собирает толпу народа, 8 человек. На счет 3 стартует. И все. Вот так вот он записывает контент. Ребята, берите на заметку. Берите на заметку, если кто-то хочет скинуть, соответственно, свою каточку, просто берите 8 устройств и нажимайте одновременно подбор игры. И все. Попадайтесь друг против друг друга и начинайте подставной бой. Осуждаю, кстати, такие вот подставные бои. Хорошие, кстати, здесь реликвии. Есть Мамора, есть аптечка, есть хаотичный договор, яйца. Ну, все, ну, реально почти все реликвии обалденные. Типа даже придраться не к чему. Он, кстати, может сейчас половину своего стола распродать и выйти в 30 монет плюс. О, 9 эльфов. Сюда. Оп, жрецы. Здорово. Интересно, он будет продавать свою половину стола или нет? Он еще и баф людей хочет поставить, судя по всему. Я бы на его месте на самом деле продал бы половину стола. Типа, ну, лучше выйти в 30 монет плюс, потом быстренько в 50 монет. И из 50 монет уже начать то ли ролиться, то ли, соответственно, уровень брать. Но панда тут даже и не пахнет. Где он, как он панду соберет 3 звезды? Вопрос. Уже 9-й раунд, у него даже панда не пришла. Тут по-любому будет какой-то подвох, по-любому. Тут гадалки не ходи, по-любому где-то есть зарытая... Ладно, не буду говорить это. Не буду говорить, а то, может, еще и YouTube будет ругать меня. Ну, кстати, эльф там на 5-м уровне, полностью без денег. Но зато с 9 эльфами. Кайфули. Кстати, как же жарко снова становится. Это просто не передать словами, ребят. А ну-ка напишите, сколько у кого градусов в комментариях, потому что я таю как мороженка, отвечаю. У меня аж кошка второй ком включила, прикиньте. Сейчас надо будет его выключить. А то будет монитора засвечивать. Вот у меня кошка проказница. Ну, ВРК в 2 звезды. Ну, панды до сих пор нету, зато баф людей есть. Это уже хорошо. Может баф людей ставить. О, как гоблина оставляет. Интересно. Угу. Ну, кольцо, кстати, магии плюс 40% ты мог бы отдать Лине. Все-таки это явно будет импактнее, нежели будет находиться в Аксе. Кстати, внешка прикольная пака, посмотрите. Аниматян летающие. Не, на самом деле, типа, я не знаю, почему он Линии не отдал колечко. Забыл, наверное. Либо не захотел париться. Был уверен на 200%, что его хватит мощи, чтобы забрать стол.
мобов. М. М. Интересно, что он выберет? Аптечка, кассоскол или рандом? Что же выберешь? Ну, пока что не берет никакую реликвию, ждет. Так, еще один эльф через спам фурионов. Но тут он, скорее всего, сейчас раунд проиграет. Угу, аптечку взял. Окей. Будет ранее брать 10 уровень. Это хорошо. Это очень и очень хорошо. Сейчас как много получит он, боже. От этого спама он реально сейчас очень много получит. Минус 13. В принципе. Когда он панду получит? Вот вы прикиньте, сейчас какой уже раунд? Ему панда еще не пришла. И он каким-то образом здесь соберет трехзвездочную панду. Вот с такой ситуацией на столе, которая у него сейчас происходит. Прикиньте. Каким-то образом он соберет себе панду в 3 звезды. Мне уже очень интересно, как он будет собирать эту панду в 3 звезды. Ну, как? Ну, Марку 100% подкручивает. Это прям гадалки не ходи. 100% ему подкручивают. 100%. Ну, я с ним играл, я знаю. Я знаю, о чем я говорю. О, антимаг, здорово. Да. Ну, это печально. Печально то, что там у молодого чувачка появился антимаг. Вот, кстати, приятно то, что ему вот этот жрец пришел так рано, потому что дальше он может идти на лустрики, соответственно, выйти в плюс. О, кстати, плюс панда. 12 раунд. Ну, уже 13 раунд, можно сказать, но все равно плюс панда. Пойдет. Ой, внешка на мортретку тоже прикольная. Акса хочет? Да, хочет Акса поставить. Ой, Акса. Тролля жреца поставил. На самом деле ему жрец один нужен, чтобы хэп экономить. Кстати, 2 человека играют на жрецах. Но тот чел должен его вынести. Вот который с ником Хамак. Так, снова эльф с Марси в 2 звезды. Да. Обожаю на самом деле Марси. Классный герой. Жрецы ему тупо не идут и все. Хоть ты тресни. О, как. Энигму решил взять. Интересно, почему Энигму решил взять? Хочешь поставить какой-никакой на отхил? Или как? Да, я думаю, он хочет взять Энигму. Может быть, дух. Вот этот чернокнижник тоже еще один придет. Вот этот дух пламени или как. Короче, Феникс. Если мы сейчас еще и Феникс придет, то, соответственно, он поставит себе немного чернокнижников для отхила. Ну и, не знаю, хочет, наверное, богов еще поставить. Волшебников будет 4 духа сверху. Манки Кинг. Здорово. Кстати, жрица. Ну, лучше поздно, чем никогда, чтобы жрица пришла. Правильно? Лучше поздно, чем никогда. Сейчас, кстати, мобы будет он усилять свой стол. Но я думаю, должен усилить. Уберет жрецов. Вот. МК оставлять не просто так. Если что, кстати, на предметы, чтобы он передал. Предметы не забудь. Да, да, все правильно.
МК он оставляет не просто так. Все-таки, как-никак, у него есть синергия кунг-фу у МК. Если там прокнет хоть разочек синергия кунг-фу, это уже будет лютый импакт. Поэтому Манки Кинга он оставляет. Во-первых, баф зверей, во-вторых, баф кунг-фу. Ну, то есть, все то, что доктор прописал. Так, центрального ба они сейчас 100% должны забрать, получить предмет, а дальше уже как бы и не важно. Не, конечно, отлично забрать этих мобов. Угу. Перчатка, кстати, неплохая такая тема. Там вроде бы как есть суммоны, и это ну ладно. Ладно. Просто там вроде бы как есть здесь суммоны, и мог бы эту перчатку оставить. Кстати, еще одно кольцо взял. Чего? Через магов решает играть. МК продал, окей. Честно, я пока что вообще не понимаю, какой он билд хочет себе сделать. Но судя по тому, что он берет магические шмотки, то это 100% будет что-то с магами связано. Капитан очевидность, да? Но просто имеет ли смысл играть на мага, когда вот тут вот есть челик, который хочет сыграть на богах-орках? Один Джаггер всех этих, ну, магов распилит. Есть, конечно, вероятность, что он себе найдет там орка-шамана, то есть дизраптора легендарного. И навалит, так сказать, движка. У него почти самый большой уровень на карте, это хорошо. Это однозначно плюс. Чувак на первом месте сидит вообще без денег. Вообще без денег. Тупо улучшается, нашел себе антимага. Почти, кстати, Марси себе в 3 звезды собрал, обалдеть. Если ему сейчас еще одну... А, у него просто реликвия яиц. А я-то думаю, что он так легко находит себе улучшение такое лютое. Но если там сейчас соберет себе Марси в 3 звезды и соберет себе, допустим, 6 эльфов, 4 кунг-фу, 4 морских, то это будет жестко. Либо просто под гритерами соберет. Ну, короче. Топ-1 сильный. Несмотря на то, что он тупо без денег там сидит. Это вообще удивительно. Как ему так фартит на усиление. Это удивляет меня больше всего. Шамана лава не хочет поставить, да? В принципе, он 2 жрецов уже пережил. Они еще раз ему не придут. Но я так понимаю, он хочет как можно больше в табло получать, чтобы как можно быстрее выйти в уровень. Кстати, вот этот чел, который играет на охотниках, не дай бог он найдет себе мантию, потому что антимаг будет взрывать, не дай боже. 6 охотников плюс антимаг с мантией короля — это страшный сон. Антимаг и так, ну, скажем так, без 6 охотников спокойно ломает билды. А под 6 охотниками там билды просто трещат по швам. Там разработчик в могиле 10 раз вертится, когда антимаг появляется с мантией короля. Потому что его все начинают вспоминать. От А до Я. Из плюсов у антимага пока нет мантии короля. Так, а вот контент пошел. Все. Еще и котел пришел, кстати. На секундочку. Бери котла. Бери, бери, бери. А собаку продавай. Вот и контент пошел. Вот первая пандочка ему пришла. Интересно, что будет дальше. Не, только не скажи, что ты будешь эту панду керить. Это одна из самых слабых панд, которых только можно придумать. Мне эта панда вообще не нравится, от слова совсем. Типа, ну, она очень слабая, серьезно. Она, ну вот, когда, допустим, остается один мейн хороший керри, она тупо не может снести его, потому что тупо не хватает урона. Даже под посохом 3-го тира. Даже под агонимом, если ты собрал 2 звезды. Эту панду все равно не работает. Кстати, там чел уже себе Марси собрал в 3 звезды. А вот это уже печально. Теперь осталось только, чтобы он эту Марси смог реализовать. Если он сможет ее грамотно реализовать, то все.
Вряд ли его кто-либо остановит. Но, я ж напомню, ребят, у нас Марк особенный. Поэтому Марку может люто фартить. А у Марка осталось 15 хп. А баночка ему восстановила только что 2 хп. Чувствую, будет весело. Все. Включил режим паники. Включил режим паники. Сейчас будет продавать пол стола. Так, отлично. В моменте успел расстановку сделать хорошую. В принципе, должен спокойно мобов затащить. Да, затащит. Интересно, возьмет 10 или нет? О, как. Мамора. Что, серьезно? Обалдеть, ну это ж самая слабая панда, которую только можно представить. Неужели ты реально через нее будешь катать? Там еще и Омник собрался. Ай-яй-яй. Прикиньте. Чего-чего, но этого я явно не ожидал. Реально он будет играть через эту панду, прикиньте. Обалдеть. Я в шоке. Темпларка. Темпларку купи! Плюс 5 монет получи. Эх. Но честно, у него осталось 17 хп. Ему сейчас должно люто фартить. Либо на фигуры, либо же на фигуры и на предметы, чтобы затащить. И молиться всем богам, чтобы панда трехзвездочная пришла довольно-таки рано. Обалдеть. Там Рубик стырил способность котла и просто задул его. О, Тайдуха, сюда. А мы тебя ждали. О. Случайно, походу, кликнул. 6 духов хочешь поставить? Леший. Леший это хорошо. Свенчик, кстати. Не помню, какие там скрытые и закрытые легендарки были. Вот плохо, что не чекаешь скрытые и закрытые легендарки. Мне что-то кажется, что ты Свена пролюбил. Есть такое малюсенькое подозрение, что ты Свена пролюбил. Могу получить за него 5 монет. Нормально так разорвал его. Пойдет. Просто так налегке орка чернокнижника собрался в 2 звезды. Так, там дух пятерка собрался. Ой, точнее появился. Ему нужен один волшебник. Как-то тяжко. Волшебник пришел, но купить его, к сожалению, не может. Так, Марсево окаменение. Отлично, окаменение работает. А он его еще и вынес, походу. Серьезно? Прикиньте. Еще и винстрик забрал. Хорош. Просто лев.
Драконий рог неплохо. Но я бы, кстати, на его месте бы клевер бы скипнул. Типа, зачем ему клевер? Типа, клевер просто... А-а-а. Хорошо, что он не скипает клевер. Я только сейчас понял, почему не скипнул клевер. Знаете почему? Потому что он делает это для своей синергии духов, чтобы синергия духов намного чаще срабатывала. Вот для чего он это делает. А я-то сижу, думаю, а почему он не рольнет клевер? Почему он ролит совершенно не то? А ответ оказался такой простой. Так, Эдуард Гарсия вылетел. Кстати, видели, как на тоненького ухо мага, у него и у Эдуарда было мало хп. И было бы прикольно, если бы он вылетел намного раньше, чем чел, который ливнул. Это было бы очень смешно. Реально, походу, буду через панду играть. Ну, вот это... А вот это я понимаю имба. Вот это я понимаю. Соберет его в 2 звезды, найдет агоним после 3-го тира и с драконьим рогом он здесь всех порвет. Омник. Отличный омник. О, еще один омник. Иду к пятерочка сюда. Давай, 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 бери. Да. Все, смотрите. Дальше план действий. Надо находить дизраптора в 2 звезды. После 3-го тира плюс агоним. Все. И духа пятерку надо в 2 звезды. Чисто для усиления его дамага. Скипать. А почему не скипнул? 9 воинов. О. Игра у него, конечно, опасная. Ничего не скажешь. О, хан. Может, да. Только хотел сказать, может, Марса того? Обалдеть. Ему тупо сейчас либо яйцо. И все. Не-не-не, не трогай медальоны. Молодец. У меня чуть, ну, пена изо рта не вышла, потому что там как бы есть жрец. Там жрец собрался. Может снести табло больно. Так, охотник рвет, отлично. Чистая комбинация духа пятерки и орка чернокнижника. Видели, сколько хп снес? О, омник. Сюда. Омник в 2 звезды под богами. Я считаю, это вкусно. Рубик стырил. Этот как там? Как там называется? Эта способность в доте. Честно, забыл, как называется способность в доте. Ну, черт с ним. Станчик стырил и все. Борозду, короче, стырил. О, а бог жрец неприятный. Двухзвездочного духа пятерку нашел. Это очень неприятно. Я думаю, в конечном итоге он не будет играть на... через дух. Не, ну может будет играть через духов. Вот, допустим, такого чувака, как Тайда, он точно скипнет. Тут, кстати, инсек. Слава богу, он его вынесет. Фу. Фу, этих инсектоидов. Фу. Выкинь из игры его. Ровно 25. Ай, красота. Ай, какая красота, боже. Я когда вижу, когда инсектоид умирает, у меня на сердце становится, знаете, как-то уютнее. Красота. Два бога жреца — это не красота. Но вот, кстати, чел на первом месте как-то немного тупит.
У него такой стол, но он не хочет поставить себе синергию гритеров. Да, там как бы воин противный против этого чувачка. Но он отлетит быстрее, нежели, соответственно, он сам. Ну, короче. Собрал раннюю Марси и как-то, ну, так себе реализовывает, если честно, пока. Ну, как говорится, еще не вечер, рано хоронить. Два бога жреца мне не нравится. Чел там, конечно, заряженный. Там Хамах еще такой, более-менее заряженный. Не-не-не, медальоны не скипаю. Это будет ошибка. Ни в коем случае не скипай их. Ни в коем случае. Он тупо Марс в вечном контроле стоит. У Марка, кстати, винстрик на секундочку. Может, клевер? Я понимаю, что синергию духа в себе усилил. Ну ладно. У-у-у. А вот это нам нравится. А вот это нам нравится. Вот это вот то, что доктор прописал. А я надеялся, что это пришло усиление на дизраптора. Ну ладно. Бог-жрец на 8 уровне через 3-звездочную лину на первом месте. Я так понимаю, они вдвоем на 1-1 останутся. Ну, катка жестковата, я бы так сказал. Как же воин его стер порошок. Боже, у него 13 хп. Ух, он не снесет ему все хп. На мгновение мне показалось, что он ему все хп снесет. 2 хп осталось. Пойдет, пойдет. Кстати, 2 винстрика ему сбили, это плохо. 7 из 9 Мамора. Ему дизраптор нужен. Без дизраптора он здесь вряд ли что сделает. Хоть у него есть и Омник, который его поддефает и тому подобное, но без дизрапторов туго. Очень туго. Дизраптор в 2 звезды решит вопрос. Знаете, что меня радует? Что чел на втором месте не смог реализовать Марси. Мне что-то очень кажется, что он в скором времени отлетит. Даже в топ-3 не зайдет. Давай, реликвию яиц. Ну, давай, реликвию яиц надо. Да. Активируй. Активируй с первого ролла яйцо. Ну все. Ну все. Пасочки вам, ребятки. Пасочки. Ой, как вам понравится эта игра. У него сейчас орк-шаман сильный, очень сильный. Ему тупо аганима сейчас не хватает и все. Для полной картины ему не хватает тупо аганима. Бам! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, минус бог-жрец один. Один бог-жрец отдыхает. Уехал на Мальдивы. Так, еще одно яичко пойдет, пойдет. Давай сюда эту прикормку. Ему сейчас не хватает духа, вот эту пятерку в 2 звезды собрать. И было вообще идеально.
Ай-яй-яй, пандочка не апнулась. Обидно. О, о! Гриттер. Решился наконец-то молодой собрать гриттеров. Воин тоже красава, собрал себе 9 воинов и орка шамана. 2 звезды. Чисто на сдачу собрал. Но если быть объективным, то ситуация может сейчас очень жестко выйти из-под контроля. И в моменте может... Пожалуйста, 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 живи, живи. Шикарно. Знаете, так... Живи. Фух. Он его еще и выкинул. Отлично. Вот это вот хорошие новости. Еще и дух пятерка в 2 звезды пришел. Еще и панда в 3 звезды пришла. Сюда эту прикормку. Да вместо орка чернокнижника ставь. Или вместо разора. Вместо разора ставь. Там в любом случае собрался гриттер. Поэтому, ну, как бы, от духов сейчас проку минимум. Да, и в самый угол ставьте эрпанду. Чтобы по максимуму продамажить. Угу. Ну, нормальное решение, если честно. Только в самый угол поставь панду. Чем дальше она стоит, тем больше урона наносит. Зачем так близко ставить? Босс и надхил хорош. Давай, агонимчик сейчас, с первого раза. Давай, Марк, агоним. Ну, это просто, ну, как? Как? Обалдеть. Марк, на будущее. Чем дальше панда пролетит, точнее, большее количество, соответственно, клеток, тем, соответственно, больше урона она нанесет. Сейчас панда стоит очень близко. Не раскрываешь потенциал полностью. И там, кстати, у Лины не очень хорошие предметы. Там из хороших предметов у Лины только сейчас это магическая призма. По посоха 3-го тира там даже не пахнет. Как больно. Как больно. Минус 29. Собирай Свена. Знаете прикол? Он сейчас же собрал дизраптора в 2 звезды, и ему начал дизраптор сыпаться. Если бы он до сих пор не собрал этого дизраптора, я думаю, он бы ему и не пришел нормально. Ну, чисто так, по закону подлости бывает. Я понимаю, что он ставит себе панду эту поближе к Омнику, чтобы, ну, Омник накидывал свой, соответственно, щит, скидывал дебаф и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее, но тогда панда не раскрывает свой потенциал все-таки, как по мне. Мало урона наносит, потому что мало клеток пролетает. Чем больше клеток пролетит, тем лучше. Шаман лавы, здорово. Мы тебя все ждали. Это интересно, кстати, выглядит. В дизраптора закинул новую перчатку. Она сейчас будет бить чистым уроном. Интересно. Надо сейчас будет посмотреть, насколько жестко он будет дамажить. Еще одно яйцо сюда. Яйцо закинул сейчас в волшебницу морскую. Нормас, нормас. Но это в одну калитку сейчас будет. Он спокойно этого бога-жреца снесет. Там у него предметы, конечно, ну ужас. Посоха 3-го тира нету.
в Лине. Там в Лине только есть. Это магическая призма и все. Ну все, вечный сайленс. И оривидерчи. Ну, прикольная катка. Прикольная. На тоненького вытащил. Сыграл на тоненького и вытащил на тоненького. Не понравилось мне, как реализовал Марси, топ-3. Ух ты, хорошие предметы тут. Да. Да. Ну, короче. Катка мне понравилась. Противник на топ-3 мне вообще не понравился. Собрал какую-то дичь. Не смог реализовать свою Марси в 3 звезды. Это обидно на самом-то деле, то, что он не смог реализовать Марси. Но, несмотря на это, отлетел в топ-3. Окей. Больно. Ну ладно. Топ-2. Там тоже он собирал вроде бы прикольно. Он там собрал себе орка, вот эту зомбаря в 3 звезды. Но из-за того, что у Марка был дизраптор в 2 звезды, ну, вы, я думаю, сами прекрасно понимаете. То, что там вечный сайленс, под агонимом, все такое. Ну, короче. Там без шансов было. Поэтому 3-звездочный вот этот вот жрец, зомбарь, вообще бесполезен. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. Не забудьте поддержать, соответственно, меня своим лайком. Кто не подписан, то тоже подпишитесь. И напоминаю, у моего канала есть телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.